общем, подошел к концу наш очень короткий отпуск в Куала-Лумпуре. Сегодня четвертый день или пятый день. Последний сегодня день вылета. Через 4 часа у нас вылет уже в Пхукет. И мы решили записать короткое видео такое, буквально подытожить немножко все вот это вот, что произошло за 4 дня. Может быть, кому-то это поможет, может, для кого-то это будет полезно. Мы хотели поделиться просто эмоциями, как это было и вообще. Ну, контраст очень большой с Бали. Какие были твои первые впечатления вообще, когда вот мы приземлились и когда вот проехали буквально первые там километра два? Здорово было, очень Дубай напоминает. Природа тоже красивая, мы когда ехали по дорогам, вокруг пальмы, зелень, красиво было. И да, и нету такого ощущения, что ты попал в какую-то реально Азию, да, вот, то есть вот, европейский или американский мегаполис, который вот во всей своей красе, всеми этими башнями, небоскребами, то есть не было такого ощущения, что ты попал сейчас опять в какой-то остров, богом забытый, и опять здесь просидишь и ничего не увидишь. Мне не понравилось, что мы живем в плохом районе, где, единственное, идти до центра 25 минут, но контраст дикий, мы живем, здесь воняет, крысы бегают, здесь бездомных много, домишки ветхие. Такое ощущение, что там жить уже нельзя, потому что по ощущениям выглядит как аварийные дома. Вот, а пройдешь буквально 25 минут, и ты уже в центре города, как будто ты в Дубай попал. Шоппинг-центров очень много, на каждом шагу они здесь, всякие разные, от людей среднего достатка до прям очень дико брендовых, дико дорогих магазинов, ресторанов. Очень тоже много были проблемы найти, где покушать, потому что тут либо местная кухня, вот типа стритфуда, когда ты на улицах сидишь вот на этих пластиковых стульчиках, либо рестораны прям вот с ценниками, то есть найти что-то среднее вот для туристов, чтобы просто перекусить. Поэтому мы кушали по большему счету в Макдональдсе, потому что там ценник нормальный и кофе вкусный. Да, тоже вот, буквально добавлю чуть-чуть, я уже говорил ранее в видео насчет вот этого контраста, он есть абсолютно везде. Мы не были ни в одной стране, ни в одном городе мира, где бы не было так, что ты прилетаешь и просто у тебя на каждом шагу, на каждом метре, то есть весь город одинаковый или одинаково красив, то есть нету такого, что ты зайдешь в какую-то глубинку, где живут местные жители или кто-то еще, и ты не увидишь бездомного, или ты там не увидишь какие-то грязные улицы, мусор на полу. Это везде. И вот Куала-Лумпур это не исключение абсолютно, но разница чуть-чуть в том, что это настолько быстро меняется, то есть вот как Карина сказала, 25 минут, да там даже минут 15-20, наверное, буквально. И то есть это сразу же, ты выходишь из этих мелких домишек, грязных улиц, и сразу же высотки и рестораны, магазины, эти шоппинг-моллы гигантские, все вот это вот так вот быстро очень меняется. Я быстро тоже скажу, наверное, что мне не понравилось из того, что мы живем в таком районе, что в принципе вечером, если ты хочешь реально куда-то выйти, из-за того, что стройка здесь везде, очень проблематично куда-то попасть пешком. Просто прорваться куда-то в центр города, где рестораны и прочее, тебе надо попотеть, чтобы дойти. И здесь, не самый лучший контингент, я бы так сказал. Я не скажу, что нас кто-то там, не знаю, кошмарил, нам кто-то не давал пройти или что-то как-то нам мешал. Нет, нам слова не сказали, буквально, нас куча народу видела, нам слова не сказали никто, и ничто, и никогда, но сама обстановка вот эта вот уличная, она на самом деле нас чуть-чуть напрягала. Вот, она такая немножко стремноватая. Мы остановились в районе Пуду, да? Пуду же называется. Да, кто будет останавливаться, то есть будет выбирать район в Куала-Лумпуре, район Пуду. В принципе, неплохое место расположения, неплохое, просто вот единственное, что по контрасту ты как будто в таком обветшалом райончике. Но если у вас нету с этим проблем вообще никаких, и вы хотите сэкономить, это в принципе была наша цель, сэкономить максимально, но выбрать как-то качественное что-то.
конечно, ты всегда чем-то рискуешь. Мы рискнули, ну, я не скажу, что мы прям прогадали сильно, но... Не, квартира хорошая. Да, апартаменты неплохие, в принципе. Есть, конечно, свои косяки, но это везде, я думаю, в любых апартаментах, в любом отеле можно найти эти косяки. Но в плане района, конечно, если вы прям брезгливы или вы, вот у вас есть проблемы какие-то с общением с людьми и вот с этим восприятием всего вот этого вот, тогда вам не сюда, это 100%. Вам надо ближе к центру, но берите во внимание, что ценник там будет в 2-3 раза больше. Жалко было, что мы не попали в пещеры Бату, потому что советовали сходить туда. По фотографиям выглядит красиво, необычно, там лестница очень высокая, чтобы потом 270, по-моему, ступенек или больше забраться, посмотреть на вид города, но мы забрались, посмотрели на вид города через Петронус башни, вот, но хорошо, что мы попали в парк птиц, потому что там столько их и Ну да, это красивые. это круто, реально. Ну и смешно было тоже. Еще в плане экскурсий, тот же самый Петронос, советую сделать это все онлайн. Первый самый сайт, там, Tickets, Tower Tickets, по-моему, называется. Покупайте, там вообще без проблем, вам привозят билет в апартаменты или в отель. Тот же самый день вашего посещения, никаких проблем не было, вам очереди стоять не надо, там бешеные очереди. Поэтому покупайте онлайн, вам привозят, идете туда, все. Ну не стоит идти туда по дню. Ну, вида красивого не увидите, лучше сходить вечером, Да. когда уже стемнело, потому что огней очень много. Город загорается безумно красиво. Да, у нас вид с окна, конечно, очень крутой, мы кайфуем, когда вот каждый раз приходим. И в плане то, что идти днем, не днем, да, я тоже, когда уже я видео записывал, я, в принципе, я думаю, там из него понятно, что, ну, мы не особо были в восторге, потому что это как-то было все серенько, вот эти вот все краны везде, они просто везде. Вы не увидите места, где нету кранов, где вот нету стройки и прочего. То есть ветхие дома вот эти вот. То есть сверху город не имеет своего характера, как бы так сказать. Что в Дубае, когда мы были наверху в этой рамке, ты с одной стороны рамки видишь старый город, маленькие домишки, ни одной высотки, а с другой стороны ты видишь только высотки, то есть, ну, там реально был контраст, и там прям, ну, поэтому рамка эта была построена, чтобы видеть до и после города, преображений. А здесь нет, только здесь просто все напичкано. Все напихано. И чем-то напоминает Англию, ну, в плане не того, что небоскребов нет, конечно, нет. В Англии тоже нету вот своего лица города, то есть ты не можешь сказать, что вот красная там черепица там или, я не знаю, как в Санторини, синенькие крыши, вот эти вот белые дома. Нет, здесь просто все в куче, в мясе. Но когда ты внизу, в принципе, и в центре города гуляешь, ты этого всего не замечаешь, и как бы тебе, ну, по кайфу, тебе нравится. И мы даже с Кариной разговаривали буквально вот накануне, но мой вопрос, хотел бы ты здесь остаться, допустим, если бы была бы работа, и ну, как-то жить можно было бы здесь с комфортом. Карина сказала, да, на что я тоже соглашусь. Я на самом деле не в каждом городе, где мы были, я бы хотел бы остаться. Я даже в Валенсии бы не хотел остаться, хотя мы там побывали неделю, и хотя Испания была наш как-то какой-то страной, куда мы хотели поехать жить, но нет. Вот здесь, и я соглашусь, да, вот. Единственное, что мы не попробовали общественный транспорт. В Дубае мы катались на электричке и... На метро подземном. На метро. И, наземном метро, да. И я сразу сказала, я бы осталась здесь, и потому что все сделано для людей в Дубае. И вот это метро просто дико удобное, каждые пару минут ходит, и нету загруженности так, как вот... Ты не чувствуешь себя как селедка в баночке. А здесь мы не покатались на общественном транспорте, поэтому трудно на самом деле сказать, какое тут сообщение. Но так ощущение очень приятное, я бы осталась. На улице у тебя нет такого, как в той же самой Индонезии, ты не можешь нормально пробежать через дорогу, потому что там поток машин, тебя никто не пропускает, тебе все сигналят. А здесь широченные улицы, гигантские проспекты, ты можешь спокойно перейти. Тебя пропустят даже на середине дороги, если ты будешь стоять, остановятся две машины, мы наблюдали это каждый день буквально. Мы вставали на каком-нибудь островке, люди останавливались просто на середине дороги и нас пропускали, и это было офигенно приятно. И в плане вот этого вот воспитания именно малазийцев и людей, которые здесь, я не знаю, живут коренные,
мне даже мурашки пошли. Они настолько воспитанные, у них английский вообще отличный. Я даже не говорю о пожилых людях или там всех абсолютно. Про воспитанность ты сказала. Нас бабка надула одна. Ну да. Были в парке, гуляли, их захотели водички, она пришла и сказала, ну вот водичка стоит 1 рингит, это получается, 20 центов. 20 центов. И говорит, ну я не обещаю, что она будет, вы можете попробовать, но не факт, что она выйдет. А там такой аппарат был старый, Да. Ну, Он очень старый, и он как бы не внушал да. доверия. Ну, потому что я подумала, ну бабушка, мы же не можем да. маму прокинуть нас. И она прям зачесала нам, прямо она так внушила, вообще красиво, она там напела, давайте, засовывайте. В общем, я засунула, а вода не вышла. А бабулька, поржала, говорит, значит, не сегодня. Да. И начала нам про Бога рассказывать, Дала нам короче. сайт, на который надо зайти. Да. Сказала, извините, я не говорю на вашем языке, но я говорю хорошо на английском. И начала рассказывать про Бога и сказала, Короче, что... вот так вот. Вот это единственный случай, который нас вот так вот немножко подкосил. Но мы поржали, мы на самом деле вот так вот посмеялись.